Фермер Педро очень обрадовался, узнав, что его кобыла скоро должна жеребиться. Это означало, что у него появится еще одна лошадь, которая, если повезет, принесет ему больше экономического процветания. Момент, которого он ждал месяцами и месяцами, почти настал. Его кобыла Алькальда вот-вот должна была родить жеребенка. Странно, но, несмотря на огромный живот, она отказывалась рожать. Педро решил сделать УЗИ у ветеринара неподалеку. Как только ветеринар увидел снимки, он вызвал полицию. Полицейские сообщили ветеринару, что приедут, как только он позвонит. Дело было не просто в том, что животному нужна помощь ветеринара. Очевидно, что-то неладное творилось в животе этой лошади, и ей нужна была операция. Это даже могло быть вопросом жизни и смерти. Когда полиция прибыла, они помогли ветеринару успокоить огромную, едва живую кобылу. Однако полиция не только помогла ветеринару, они также навестили Педро. «Сеньор, вы должны пройти с нами». Это критически важно. Педро был шокирован, что случилось с лошадью. Педро ответил на вопросы о себе и о лошади, которую он вырастил с детства. После того, как все вопросы были заданы, он услышал крик из операционной: «Это невероятно!» Что именно обнаружил осмотр внутренних органов лошади? Что так потрясло врача? Оказалось, что кобыла Педро была беременна уже около года. Педро отчаянно хотел заполучить вторую лошадь, и поскольку он обожал свою нынешнюю кобылу Марту, он принял сложное решение, чтобы гарантировать, что Марта сможет родить жеребенка. Педро нужно было найти сертифицированного специалиста, который мог бы легально осеменить его кобылу. Он искал кого-то, кто мог бы сделать это законно, в течение многих месяцев безуспешно. Педро задумался, не придется ли ему признать, что его мечта нереалистична, и подумал о покупке лошади. Но в конце концов, после месяцев поисков, Педро нашел подходящего человека. Благодаря его готовности приехать быстро, он появился у дома Педро через несколько дней, чтобы убедиться, что Марта забеременеет. Педро с нетерпением ждал момента, когда Марта родит жеребенка, хотя процесс был долгим и медленным. В конце концов, Педро добился своего. Педро попросил ветеринара сделать первое УЗИ через пару недель, чтобы определить, действительно ли Марта беременна. После УЗИ ветеринар объявил результаты при осмотре кобылы и жеребенка. Они, казалось, были в хорошем состоянии. Но дальше, в течение беременности, все пошло не так, как ожидалось. Сначала Марта старалась спать как можно больше, чего не делала до беременности. Кроме того, Педро больше не мог сопровождать ее в прогулках по конюшне, что ей очень нравилось. Однако он не мог понять, почему. Беспокойство Марты нарастало по мере продвижения беременности. Ветеринар заверил его, что это типично, и Педро решил, что скоро все пройдет. Однако за неделю до родов ее состояние достигло пика. Марта отказывалась рожать, несмотря на все приготовления Педро для спокойных родов. У Педро не оставалось выбора, кроме как позвонить ветеринару, но тот задал вопросы, которых Педро не ожидал. Ветеринар допросил Педро о конкретном поведении Марты. «Сначала она была беспокойной, но теперь почти не двигалась», — сообщил Педро. Ответы Педро удивили ветеринара, и он сообщил Педро, что Марте нужно лечь на землю. Ветеринар заявил, что Марте необходимо тщательно растянуться, поскольку, возможно, пришло время рожать новое потомство. Но Марта была не из тех лошадей, которых легко растягивать. Казалось, она готова атаковать Педро. Было ли это действительно хорошей идеей? Что если она действительно нападет на Педро?
такой сценарий не мог закончиться хорошо ни для Педро, ни для его лошади. Но должен был быть другой вариант. Ветеринар посоветовал Педро, что это единственный безопасный метод, чтобы гарантировать выживание и кобылы, и жеребенка. Педро убедился, что подходит к Марте спокойно. Зная, что она близко, он аккуратно встал в правильное положение, чтобы Марта не испытывала дискомфорта во время всего процесса. Ветеринар попросил Педро потрогать живот Марты, когда она будет правильно растянута. Может быть, там был небольшой уплотненный участок, который он пропустил в начале беременности. Педро осторожно прощупал и обнаружил небольшой выступ, которого раньше не видел. Что это значило для его лошади? Педро быстро спросил врача о безопасности, однако ответ не принес ему большого утешения. Тон ветеринара резко изменился, и все, что он сказал, ему нужно сделать УЗИ прямо сейчас. Ветеринар приказал Педро успокоиться и пообещал приехать через 30 минут. Однако ветеринар не предвидел таких проблем. Даже добраться до дома Педро оказалось препятствием. Из-за неожиданной часы пик-ветеринар застрял в пробке намного дольше, чем рассчитывал. Чтобы Марта имела лучший шанс родить жеребенка, ветеринару нужно было добраться до лошади как можно скорее. Педро, который становился все более взволнованным, предложил, чтобы один из его друзей привез ветеринара на мотоцикле, чтобы она смогла добраться быстрее. Ветеринар согласился с этим планом. Поэтому она отправилась обратно в свой офис, ожидая, когда один из лучших друзей Педро заберет ее. Несколькими минутами позже они прибыли на ранчо Педро, после того, как друг Педро забрал ветеринара из ее офиса. Марта застыла на месте, пока ветеринар начинал осмотр. Но по мере приближения ветеринара она начала двигаться снова. Чтобы убедиться, что Марта больше не представляет угрозы для нее или Педро, ветеринару нужно было ее успокоить. Однако усыпить эту лошадь оказалось не так просто. Ветеринару нужна была помощь. Педро и его друг держали дистанцию с Мартой, надеясь, что она перестанет вести себя агрессивно. Но по мере того, как она становилась все более враждебной, это не сработало. Ветеринар понимал, что у него нет другого выбора. Он мог использовать более сильные препараты, чем они, но это было чревато рисками. Марта и ее же ребенок могли не пережить это. Врач спросил Педро, чего он хочет. Педро не мог выбрать из вариантов. Было довольно сложно решить. Педро понимал, что если он примет неправильное решение, это может плохо обернуться. Поразмыслив, он решил действовать по эмоциям, а не по здравому смыслу. Педро разрешил ветеринару ввести более сильные препараты, потому что понимал, Марте нужно успокоиться, чтобы успешно родить. Поскольку Марта становилась все более агрессивной, сначала им нужно было укрыться. Ветеринар сказал Педро и его другу аккуратно покинуть конюшню. Но Марте не понравилось это предложение. Педро сомневался, стоит ли оставлять ее в таком состоянии, потому что она стала еще более неистовой, чем раньше. Было ясно, что лучше усыпить ее как можно скорее. Поэтому Педро ушел раньше, чем планировал. Теперь ветеринар мог выполнить свою работу. Он подготовил лекарства и усыпил Марту, пока врач и его спутник ждали снаружи. Он подождал, пока она заснет, прежде чем начать готовиться к УЗИ. И Педро и ветеринар были напряжены в течение этих минут, переживала ли Марта трудности. УЗИ оказалось не таким простым, как казалось поначалу, потому что Марта находилась не в лучшей позе. Так как она была беспокойной, Педро было приказано помочь ветеринару растянуть лошадь в нужное положение.
Затем ветеринар смог завершить процедуру ультразвукового исследования. По мере проведения УЗИ тон ветеринара менялся от оптимистичного к отрицательному. Педро это заметил, но боялся отвлекать доктора. Позже он пожалел, что не подошел к ней раньше. Ветеринар сообщил Педро, что ему нужно сделать срочный звонок после того, как провел несколько минут, изучая снимки. Педро, однако, не знал о намерениях ветеринара. Сначала Педро забеспокоился, хорошо ли его лошади. Ветеринар успокоил Педро, сказав, что с его лошадьми все в порядке, но посоветовал Марте взять перерыв перед родами жеребенка. Педро кивнул и последовал за ветеринаром в дом, но вскоре услышал странный шум на своем ранче. Педро услышал приближение полиции. Сначала он понятия не имел, что происходит, но в конце концов понял, что ветеринар вызвал полицию, хотя Педро до сих пор не знал, почему. Тогда ветеринар дал объяснение обстоятельствам. Он обнаружил в животе лошади что-то, чего там быть не должно, и сообщил Педро, что его лошади нужна операция. Сейчас он использовал только базовый седатив, поэтому ему нужна была помощь местной полиции с инструментами, чтобы провести операцию и правильно усыпить Марту. Педро понял, что происходит, и вскоре успокоился. Он немедленно разрешил полицейским выполнять свою работу на его земле. Однако Педро не мог поверить в то, что говорил ему полицейский, когда тот подошел к нему. Полицейский сказал: «Сеньор, вы должны пройти с нами. Нам нужно задать вам несколько вопросов». Педро был озадачен. «Почему вы хотите меня допросить? Я ничего не делал неправильно». Однако он согласился ответить на вопросы, чтобы положить конец страданиям, поскольку у него не было ничего скрывать. Агенты начали с прямых вопросов. Педро пришлось подтвердить, что он был тем человеком, с которым они разговаривали, и что лошадь и конюшня принадлежали ему. Педро показалось странным, что последующие вопросы вдавались в большие подробности. Зачем им нужно было это знать? Они спросили, как забеременела его кобылка. Педро ответил, что проконсультировался со специалистом, который мог ему помочь в этом. Он также упомянул, что проверил квалификацию эксперта, чтобы убедиться, что все, что он делает, законно. Педро даже предоставил полиции источники, чтобы они знали, что он действовал законно. Полиция признала, что все было законно, но настаивала, что им все еще нужна дополнительная информация от него. Педро удивился, когда спросили, сможет ли он опознать кого-либо на фотографиях возможных преступников. Педро был шокирован, увидев многочисленные фотографии, но затем узнал одно лицо. Эксперт вызывал подозрения. Но почему? Педро ничего не знал о какой-либо преступной деятельности с его стороны. Педро все больше беспокоился о том, что этот человек сделал с его лошадью. Было ли это связано с неспособностью Марты родить естественным путем? Вскоре полицейский дал разъяснение ситуации. Хотя он был экспертом по лошадям, этот человек также имел историю сомнительной медицинской практики и нарушений закона, поскольку часто экспериментировал с новыми медицинскими процедурами на многих видах животных. Полиция уже разыскивала его и сообщила ветеринарам о том, что они увидели на УЗИ. Ветеринары обнаружили два странных объекта, один из которых был медицинским чипом в животе Марты. Увидев это, ветеринар понял, что должен был вызвать полицию, поскольку чип был незаконно изготовлен экспертом, который лечил Педро. Власти разыскивали его. Полицейские помогали ветеринару во время всей процедуры по извлечению чипа и идентификации его как принадлежащего эксперту. Они не только извлекли чип,
но и с радостью помогли рождению нового жеребенка, который оказался необычным молодым жеребцом. Второе, что заметил ветеринар, на УЗИ этот жеребенок был уникальным экземпляром, который мог быть чрезвычайно ценным. Ветеринар не мог поверить своим глазам, когда Марта родила после операции. Он никогда раньше не сталкивался с таким необычным созданием. Ветеринар сообщил Педро, что вероятность этого была 1 к миллиону. Педро решил оставить его себе. После всего пережитого вместе он понял, что у него и его лошади связь, которую он никогда не сможет разорвать. Полиция также смогла найти эксперта и арестовать его. Педро, наконец, смог жить счастливой жизнью на своем ранчо со своими 2 лошадьми.